Надо сказать, что нынешний инцидент, конечно, это фрагмент большого полотна похищения Европы. Нынешний инцидент весьма специфический, потому что связан с сексуальным насилием. Эта тема табуированная в Западной Европе, но табуированная как? С одной стороны, это табу, а с другой стороны, все об этом говорят. С учетом того, что Европа сейчас в значительной степени перерождается, в результате реализации программ толерантности она переходит в иное качественное состояние, от консерватизма к либертарианству, к полной свободе, в том числе и нравов. И в этой связи, конечно, физиономия Европы не может не измениться. Мы не могли не заметить, что после некоторых побед на Евровидении, после определенных парадов на улицах европейских городов, лицо Европы все-таки меняется. Во всяком случае, я человек, который постоянно ездит в Европу в течение довольно длительного времени. Я вижу изменения физиономии Европы. Теперь внимание, внешние изменения это одно, а внутренние изменения это другое. И мне кажется, что как раз вот игра на внутренних изменениях европейского культурного кода и является тем инструментарием, который используется внешними факторами, внешними силами, а то, что все эти события, которые я сейчас просто перечислю, являются результатом глобальной, глубокой, кропотливой работы для принуждения Европы к подчинению, это факт. Я напомню, что миграционные потоки регулировались с самого начала с помощью медийных инструментов. Это и «Мертвый мальчик на берегу моря», это и демонстрации в поддержку мигрантов, это и программы, фактически навязываемые, в том числе Ангелой Меркель, адаптация мигрантов и поселение их в отдельные ячейки европейского общества, в семьи. И результат, который был достигнут, он вполне себе оправдывает те средства. Для чего все это делалось? Я напомню, что Европа сейчас находится в шаге от подписания трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства с США, но подписывать его не хочет. Вот эти все программы и миграционные волны начались ровно тогда, когда европейцы, европейское бизнес-сообщество стало препятствовать подписанию этого соглашения, которое ставит Европу вслед за политическим через Брюссель и военным через военные базы НАТО в Европе подчинение Соединенных Штатов Америки в узком смысле и в НАТО в широком смысле к экономическому подчинению. То есть Европа, по сути, является таким призовым рынком для Штатов, который необходим им для расширения. Расширение необходимо для стабилизации собственной экономической системы. То есть, в принципе, нельзя ругать волка за то, что он ест овец. Это вполне естественное для него состояние. Но обставляет он это поедание овец очень красиво, в том числе и с помощью мигрантов, которые сначала у европейцев было вызвано с помощью описанных инструментов жалость, а потом их начали просто откровенно запугивать. Поэтому у меня не возникает сомнения, что все эти инциденты носят спровоцированный, планомерный характер и производятся с определенным смыслом. А смысл очень прост – подчинение или, как я сказал, похищение Европы. Спасибо.